Bluetooth-наушники, которые хорошо оптимизированы даже для работы в паре с Android-устройствами. Также они имеют встроенный чип Apple H1, систему активного шумоподавления, режим прозрачности, поддержку функций объемного звука, управление с механической системой. Все как мы любим. Время автономной работы до 24 часов вместе с боксом, а вот для удобной и уверенной посадки есть надежные заушные крепления. Все это нас ожидает в наушниках под названием Beats Fit Pro. Но все ли так радужно, как заявляет сам производитель, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой черной упаковке, на которой есть изображение, название и краткие характеристики модели. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем бокс, наушники, короткий кабель для зарядки с Type-C на Type-C, 3 пары силиконовых амбушюр, краткое руководство, документацию и сведения о гарантии. Вес одного наушника 5,7 грамма, и это много. Вес бокса 55 граммов, а его габариты 62 на 62 на 28 мм. Размеры наушников 19 на 21 на 19 мм. Звуковод круглой формы с выступом для удержания амбушюр и обыкновенной сеточкой. Его размер 5,8 на 3,3 мм. За сеточку прям жирный минус, так как за подобную стоимость можно было бы сделать металлическую сеточку или что-то прочнее, чем сеточка, как у бюджетных наушников. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео на стримах, на лайв-канале. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, там тоже много всего интересного. Результаты тестов до обзоров, исходники файлов с фото, видео, примерами с разных девайсов. Всем, кто оставит любой комментарий и подпишется с колоколом на этот канал, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем же к наушникам. В продаже есть черная, белая, серая и лиловая расцветка. Зарядный бокс выглядит интересно, изготовлен он из матового пластика, который тактильно очень напоминает Soft Touch. Качество материалов хорошее, но сборка вовсе не радует, так как бокс скрипит и крышка имеет немалый люфт. Корпус не марки, и за время моего использования бокс не поцарапался, что хорошо. При этом не скажу, что я прям бережно использовал данную модель. В кармане бокс слегка мешается из-за своих габаритов. На корпусе расположили разъем Type-C, LED-индикатор и лейбл. Крепление крышки пластиковое с доводчиком, открыть одной рукой можно без проблем. Ко всему есть небольшой выступ для удобного открытия крышки. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри расположили два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Помимо этого есть кнопка для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют. Вытряхнуть наушники из бокса у меня не получилось. Переходим к наушникам. Дизайн данной пары интересный. Ко всему можно сразу понять, что они заточены под спорт. И не только из названия, но и по внешним моментам. Посадка плотная. Наушники из ушей сильно не выпирают. При занятии спортом не вылетают благодаря силиконовым фиксаторам. На мое удивление, наушники не доставляют сильного дискомфорта при длительном прослушивании музыки. Но все же очень долго музыку не послушаешь, используя Fit Pro. По мне. Пассивная шумоизоляция неплохая, сидят наушники довольно уверенно. На корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с шумоподавлением окружающего шума. Датчики обнаружения ушей, контакты для зарядки, маркировка Left и Right и область для управления, плюс за то, что управление в данной модели производится нажатием на механические кнопки. Никаких вам сенсоров, сжатий и всего подобного. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, сброс, ответ вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента, переключение между режимом активного шумоподавления, обычным режимом и режимом прозрачности. На нажатие наушники откликаются быстро, управление удобное, команды сопровождаются приятными системными звуками. Но использовать все предоставленные команды нельзя. К примеру, регулировку громкости приходится убирать, если вам необходимо переключение между режимами и вызовом голосового ассистента. Однозначно это минус. Летим дальше. Оснащены наушники, разумеется, чипом от Apple H1 и динамическими драйверами на 9,5 мм. Благодаря чипу от Apple Beats Fit Pro имеют такие функции, как совместный доступ к аудио с другой парой AirPods или Beats, автоматическое переключение между устройствами Apple и голосовое управление с помощью команды «Привет, Siri». Активное шумоподавление на борту, но никакого адаптивного режима ANC нет. Нет возможности настроить силу ANC. Если говорить в целом о работе активного шумодава, то оно обыкновенное. Да, постороннего шума в самих наушниках нет, и справляется ANC довольно неплохо. Для кого-то ANC отрабатывают так же, как в Apple AirPods Pro, но, как по мне, топовым этот шумодав однозначно не является. Режим прозрачности также на борту, и реализован он отлично. Отмечу, что ANC и режим прозрачности могут работать даже с одним наушником, но только необходимо в настройках включить данную функцию. Из интересного это функция объемного звука с отслеживанием движения головы. Отмечу, что отслеживание движения головы отрабатывает корректно и быстро, но вот стоковый звук без этой функции более сбалансирован.
сбалансированный, а с объемным звучанием высокие частоты, как по мне, слишком акцентированы. В паре с айфоном заряд наушников в шторке отображается ко всему, в ней можно быстро включать-выключать функцию объемного звучания, переключаться между режимами работы шумоподавления, также включить фоновые звуки, включить функцию Live прослушивания и настроить адаптацию наушников. По одному наушники работают, автоматически подключаются после открытия крышки бокса. В паре с айфоном есть фирменная и удобная анимация, полноценный мультипоинт также на борту, датчики обнаружения ушей отрабатывают очень хорошо. Данный аппарат играл у меня на 65% громкости без активного шумодава по кодеку AAC 6 часов 18 минут. С боксом данная пара прослужит около 27 часов. Результат хороший, но не лучший. Быстрая зарядка на борту с технологией Fast Fuel и 5 минут подзарядки наушников в боксе дают не более 1 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Хотел бы еще отметить, что у бокса нет беспроводной зарядки, это эпичный фейл за такие деньги, я вам скажу. Водонепроницаемость только у наушников и только IPX4, даже IPX7 нет. Но, конечно же, я скупал их в проточной воде 30 секунд, вам однозначно не советую подобно заниматься. По итогу оба наушников как работали, так и работают, притом несколько дней уже прошло, но неизвестно, что с ними произойдет через месяц, так что так топить не стоит. В паре с Android устройствами функционал Fitbit Pro урезан. Да, есть фирменное приложение под названием Beats, и оно в целом удобное, но в паре с iPhone функций значительно больше. Даже стоковое приложение «Музыка» имеет категорию пространственного аудио, да и слушать музыку через этот сервис, чтобы добиться максимального качества звука, которое может предоставить данная модель, как говорится, must have. На iPhone все находится во вкладке Bluetooth. На стартовой странице с подключенными наушниками мы имеем заряд наушников и бокса в процентах, но заряд наушников не раздельный. Это тоже нехорошо. Далее можно переключить режим шумоподавления, настроить команды для управления, провести проверку прилегания наушников к ушам, настроить объемный звук, включить-выключить автообнаружение уха и автоматическое подключение к устройству, настроить работу микрофонов, поиск наушников на карте и посмотреть информацию об устройстве. Во вкладке «Универсальный доступ», кроме ранее сказанного, есть аудионастройка, в которой можно найти адаптацию наушников для изменения звучания. К примеру, можно воспользоваться 3 предустановками, пользовательской настройкой и регулировкой мягких звуков. К слову, итог пользовательской настройки звучания мне вовсе не понравился. Из полезного есть фоновые звуки с 6 предустановками, включение монорежима, защита слуха, настройка баланса громкости, настройка вспышки для предупреждения и регулировки громкости системных звуков. В целом, на этом все. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0 через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Из кодеков на борту AAC и SBC. Задержка в паре с айфоном на YouTube и в играх незаметна. Смотреть фильмы, ролики, играть в игры и так далее довольно комфортно, за что плюс. Примеры вы сейчас увидите на экране. Watch out! The blue team is unstoppable! Killing spree for the blue team! The blue team is unstoppable! Target down! Cover me! Микрофоны отрабатывают очень даже хорошо в не особо шумной обстановке, но с довольно сильным ветром они неплохо передают голос без сильных искажений и перегрузов. Примеры вы сейчас услышите. И пример работы микрофонов Beats, когда ветер, громко, и сейчас вы видите или слышите, как хорошо они отрабатывают на улице при довольно сильном ветре. Да, сильном, видите по волосам. И вот так вас будут слышать собеседники, если вы решите разговаривать на открытом воздухе, опять же, без каких-то суперпомех. И теперь пример работы не микрофонов, а самих микрофонов от iPhone. И вот сейчас вы можете сравнить, насколько хорошо яблочные микрофоны отрабатывают и насколько хорошо отрабатывали Beats. Я думаю, я такого еще не делал, но мне кажется, что в сравнении будет актуально. Напишите в комментах, пробовать ли такие штуки. Звучание, запас громкости есть. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. Стоковое звучание хорошо сбалансированное, с приятным вокалом и качественными басами. Но куда качественнее, точнее звучат все-таки AirPods, по мне. Если говорить о том, что они эталон, а все-таки для яблока они, наверное, эталон. У Fit Pro середина хорошо проработана, детальности звучанию хватает, глубина присутствует. Инструментал различим, что хорошо. Из минусов я отмечу, что функционал не соответствует цене. Да, он в целом обширный, и все
отрабатывает корректно. За подобную стоимость просто я ожидал совсем другого. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Там много всего полезного. Вбиваете необходимые девайсы, смотрите динамику цен на распродажах, сколько он стоил. И вполне возможно, кстати, по этим ссылкам ценник все еще висит. Хотя очень часто распродажные цены исчезают через часа два. Или цены старта продаж. Телеграм-канал взаимопомощи, где вы по ТЗ можете описать, какое вам устройство необходимо, и вам пользователи, которых несколько тысяч, притом активных, посоветуют, чтобы они приобрели. И мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем девайсы до обзоров, после обзоров и во время обзоров. Всем, кто подпишется на этот YouTube-канал, огромное спасибо. Я знаю, вы смотрите, но не подписаны. Это очень сильно поможет проекту, если вы подпишетесь. За комментарий больше 5 слов отдельное спасибо. Резюмирую, беспроводные наушники Beats Fit Pro, как по мне, хорошая альтернатива яблочным наушникам для тех, кто занимается спортом и не только. Но, повторяюсь, лично я ожидал большего, либо ценник ниже. С другой стороны, если у вас вся яблочная продукция, я думаю, проблема не в цене. Где посмотреть, как они работают, протестировать в больших городах таких мест моря. От меня девайсу максимально скромное «да». Еще раз спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.